Часть первая. 900 рублей радионяню мы взяли с рук за 900 рублей. Аналоговую старую продавец сказал, у таких дальность лучше. Он не соврал. Меня зовут Андрей Павлович Гущин, 31 год. Автослесарь. Ходовая, подвеска, рулевое. Гаражный кооператив «Сигнал». Бокс 214, Тольятти, Автозаводский район. Работаю с 8 до 8, 6 дней через один, а зимой почти без выходных, потому что зимой у людей начинает стучать все сразу. Я про себя знаю одну вещь, и она объясняет остальное. Я не верю тому, что мне рассказывают про машину. Хозяин может говорить полчаса, каким был звук и на какой скорости. Я все равно полезу и померяю сам. Люди путают, забывают, привирают из вежливости. Штангенциркуль не привирает. Прибор показывает то, что есть. Мы снимаем двушку на Дзержинского 44, квартира 38, 5-й этаж, девятиэтажка 79-го года. Хозяйка живет в Самаре, приезжает раз в год за деньгами и за тем, чтобы вздохнуть над обоями. Кухня 6 метров, окна во двор, во дворе 3 тополя и разбитая коробка для хоккея. В июне у нас родился Тимка. Тимофей Андреевич, 4 месяца, вес 7200, орет так, что в кооперативе слышно. Катя после роддома почти не спала. Мы поставили кроватку в маленькой комнате, а сами легли в большой, и она вставала каждый раз, когда ей казалось, что он затих. Не заплакал – затих. Это отдельный страх, про который до ребенка не знаешь. Первые 3 месяца мы жили так. Она вставала 6 раз за ночь, я вставал 2, и к утру никто из нас не помнил, кто вставал последним. На 4-й месяц Катя стала засыпать сидя, с чашкой в руке, в 7 вечера на табуретке посреди кухни. Я приходил с работы и снимал с нее чашку. Радионяню предложила ее мать. «Поставишь у кроватки, — сказала она, — будешь слышать его из любой комнаты, и хоть один из вас выспится». Новые в магазине стоили от 4000, а у нас в тот месяц была зимняя резина и платный прием в поликлинике. Радионяню нашли по объявлению. Девушка на Приморском отдавала за 900. Соня, модель РН-201 2006 года, серый пластик, антенна-хлыст, 2 блока. Детский с микрофоном и родительский с динамиком, 40 МГц, 2 канала. Марина, так ее звали, вынесла ее в подъезд в пакете, взяла деньги и закрыла дверь быстрее, чем нужно, чтобы просто закрыть дверь. «От брата осталось», — сказала она через щель. «Он уехал». Пакет был завязан на 2 узла. Внутри, кроме блоков и адаптера, лежала инструкция, сложенная в 4, с обтрепанными до дыр сгибами. Ее разворачивали много раз. Я потом прочитал ее всю, включая раздел про помехи и раздел про утилизацию. Люди инструкции не читают. Эту читали до ветхости, и я тогда решил, что просто попались аккуратные хозяева. Дома я разобрал блоки, продул кисточкой, протер контакты, поменял крону в детском модуле, воткнул адаптер. Обе лампочки зажглись ровно. Я прошел с родительским блоком до лифта, до подвала, до мусорки во дворе. Связь держала везде. Хороший старый прибор. Такие делали, пока не научились экономить. 13 октября мы положили Тимку в 9, включили детский модуль у кроватки, родительский поставили на тумбочку у нашей кровати, и я уснул раньше Кати впервые за 4 месяца. Проснулся я в 2:56. Я запомнил цифры, потому что сначала посмотрел на телефон, а уже потом понял, от чего проснулся. Из динамика шла комната. Ни шум, ни помехи. Комната, гулкая, небольшая, с мягким чем-то на полу. Тикали часы, механические, с тяжелым ходом, каких у нас нет. Скрипнула кроватка 1 раз, как скрипит дерево, когда на него опираются ладонью. Женщина набрала воздух и запела вполголоса, без слов, одно длинное «а», качая его в такт. Я повернул голову. Дверь в маленькую комнату была приоткрыта.
Тимка сопел так, как сопел весь вечер. Женщина в динамике перестала петь и сказала спокойно, буднично, кому-то очень маленькому: «Не бойся, он уже не придет. Осталось 8». Часть 2. Обход. Если у тебя дома стоит радионяня или камера в детской, включи ее сейчас и просто послушай минуту. Не смотри, слушай. Подпишись, поставь лайк. А потом посчитай, сколько чужих рук держало этот прибор до тебя. Утром я объяснил себе все за 2 минуты, пока грелся чайник. 40 МГц, диапазон детский, дешевый, забитый. На нем сидят старые сигнализации, радиоуправляемые машинки, дешевые рации, еще какие-то няни. Приборы одного класса ловят друг друга через 2 стены на раз. Значит, в доме есть вторая такая же Соня или ее родственница, и я поймал соседский эфир. Это даже не аномалия, это инструкция по эксплуатации. Производитель честно пишет, что возможны помехи от аналогичных устройств. Оставалось найти квартиру. В подъезде 36 квартир. Я отпросился на полдня и обошел 29, остальные не открыли. Разговор у меня был готовый. Сосед снизу, поставили радионяню, ловим чужой эфир. Извините, у вас маленький есть? Маленьких в подъезде оказалось 2. Артемка из 21-й, ему 1 год и 8, спит с открытой дверью, никакой аппаратуры у них нет и не было. И девочка в 17-й, 3 месяца. У них видеоняня, цифровая, с экраном, купленная в детском мире в июле. Цифра с аналогом не пересекается никак. Это не мнение, это физика. В 14-й мне открыл мужчина в майке, выслушал и спросил, не из управляющей ли я компании, и, узнав, что нет, закрыл дверь. В 26-й женщина сказала, что у нее внук, но приезжает раз в месяц, летом. В 31-й не открыли, хотя за дверью работал телевизор, и я постоял на площадке еще минуту, чувствуя себя дураком с блокнотом. Больше в подъезде младенцев не было. Я спросил и про соседние подъезды у старшей, Лидии Федоровны из 34-й. Она знает про дом все, включая то, чего не знают сами жильцы. «Грудных нет», — сказала она. «В 42-й девочка была, так они съехали в марте». Она смотрела на меня чуть дольше, чем нужно для такого разговора. Я тогда не придал значения. Днем я взял в боксе китайскую рацию с широким приемом и первым делом проверил саму рацию. Включил детский блок в маленькой комнате, отошел к лифту и прошел диапазон. 40 и 685. Чистая несущая, мой собственный передатчик. Слышно через 2 стены. Значит, прибор ищет и находит. Потом я выключил детский блок и прошел диапазон еще раз, медленно, от 39 до 41 МГц. Двор, подъезд, лестница, квартира. Пусто. Ни одной несущей, ни одного всплеска. Эфир над домом был чистый, как вода в отстойнике. Вечером я поставил рацию рядом с родительским блоком и включил запись на телефоне. Ночь с 14 на 15. Комната пришла в 2:52. Все то же. Часы с тяжелым ходом, скрип кроватки, шорох ткани. Женщина устраивалась поудобнее, вздыхала, что-то поправляла. Из глубины ее комнаты играло радио. Тихо, не музыка, а голос. Ровный дикторский голос. Слов не разобрать. Рация молчала. Экран показывал чистый эфир на всем диапазоне. Динамик радионяни в это время говорил. Я держал 2 прибора в 2 руках. Один принимал ничто, второй принимал комнату. Женщина сказала: «Не бойся, он уже не придет». Я записал это на телефон. Файл сохранился. 13 минут 20 секунд. Значит, звук существует. Значит, это не я. Осталось 7. Часть 3. Запись. Я слушал запись днем, в боксе, в наушниках, стоя под поднятой приорой. И это было единственно правильное место. Дома такое слушать нельзя. Дома ты сразу становишься мужем и отцом, а надо было стать слесарем. Слесарь делает так. Разбирают шум на составляющие
и опознает каждую. Часы. Механические, ход тяжелый, с двойным щелчком. Настенные, с гирями или с маятником. Бьют четверть. Такие часы стоили дорого и висели в квартирах у людей, которые их не покупали, а получали. Пол. Под ногами женщины дважды скрипнула одна и та же половица. Характерно, с призвуком, как скрипит рассохшийся паркет, положенный елочкой. Батарея. Дважды за 13 минут в записи щелкнуло железо. Чугунная секция, остывающая или нагревающаяся. Тонкий, знакомый звон. Ткань. Пеленка, простыня, что-то хлопковое, много раз стиранное. Холодильник. Он включался дважды и работал по 3,5 минуты. Старый, компрессорный, с толчком в начале. У нас на кухне индезит 18-го года. Он так не умеет. И еще одно, что я вытащил только с 4-го прослушивания. Под всеми звуками, ровным фоном, шел низкий гул. Не помеха. У помехи спектр рваный. Этот был ровный, 0,5 Гц с гармониками. Так гудит проводка под нагрузкой в старом доме, где алюминий и скрутки в распаечных коробках. В 38-й проводка такая и есть. Хозяйка ее не меняла ни разу. И радио. Оно шло фоном всю запись, и я вытянул его усилением на телефоне, насколько смог. Диктор читал прогноз, потом что-то про уборочную, потом сказал фразу, которую я прокрутил 11 раз, пока не разобрал целиком. Напоминаем, что в ночь с субботы на воскресенье с 28 на 29 октября стрелки часов будут переведены на 1 час назад. Я вынул наушники и постоял. Переход на зимнее время в России отменили в 2011. Стрелки в стране не переводят 15 лет. Диктор в моем динамике объявлял то, что перестало существовать до того, как я пошел работать. Дальше я считал, как считаю допуски. Сначала отсечь все, что не проходит. Первое условие. Стрелки еще переводят. Значит 2010 или раньше. Второе. 29 октября должно быть воскресеньем. Я открыл календарь в телефоне и пролистал назад, год за годом. До 2011 таких лет всего 2. 2006 и 2000. 2000 отпадал сам. Соня штампована на корпусе 2006, а прибор не может ловить время, в котором он еще не сделан. Оставался 1 год. В 2006 мне было 11 лет, и я жил с матерью в другом районе, за обводным. Версия у меня осталась одна, и она была технической. Запись. Где-то в доме или рядом кто-то ночами включает старую кассету или оцифровку и гоняет ее в эфир. Розыгрыш, тест аппаратуры, чья-то бессонница. Бред, но объяснимый бред. А объяснимый бред всегда лучше необъяснимого порядка. Я проверил эту версию тем же вечером и убил ее за одну ночь. Ночь с 15 на 16. Эфир пришел в 2:48. Женщина в этот раз пришла с чем-то тяжелым. Я услышал, как она поставила на пол таз или ведро, как плеснула вода. Она мыла пол в комнате, где спал ребенок, в 3 часу ночи. Она делала это тихо, стараясь не разбудить, и 1 раз тихо охнула, задев мебель. Запись так не звучит. Запись повторяется. А эта комната жила. Каждую ночь другой набор мелких дел, другие шаги, другой порядок звуков. Одно повторялось всегда. В конце, перед тем, как все гасло, женщина говорила свое. «Не бойся, он уже не придет». И в этот раз я услышал то, чего не слышал раньше. После ее фразы, за секунду до тишины, в ее комнате что-то скрипнуло. Отдельно, ближе к микрофону. Так скрипит половица, когда с нее снимают вес. Осталось 6. Часть 4. Трещина. 16 октября я приехал с работы в 8. Поел,
Посидел с Тимкой на руках, пока Катя мылась. И в 11 пошел в маленькую комнату. Не спать, а работать. Я взял с собой блокнот, где обычно пишу замеры, и составил список того, что знаю о ней по звуку. Часы с боем четверти. Паркет елочкой, одна скрипучая половица. Чугунная батарея. Радио. Небольшой объем, гулкий, мало мебели. Потом я поднял голову и посмотрел на потолок нашей маленькой комнаты. По потолку от угла окна к люстре идет трещина. Она была здесь до нас. Хозяйка про нее говорит: усадочная, не течет. Обычная трещина в панельном доме. Я видел такие сотнями. Ночью в 2:44 женщина в динамике укладывала ребенка и говорила с ним так, как говорят с младенцами. Без смысла, одним теплом. «Смотри», — сказала она, — «молния. Видишь молнию? От окошка и до лампочки. Не бойся, она не гремит». Я лежал в темноте и глядел на потолок, на трещину от окна до люстры, которую она описала мне, лежа в этой же комнате. У меня был выбор из двух объяснений, и оба меня устраивали примерно одинаково, то есть никак. Либо в городе есть вторая квартира с такой же трещиной, в панельных сериях все повторяется, это правда, и трещины идут по одинаковым швам. Либо комната одна. Я встал и пошел на кухню, потому что в темноте думается хуже, чем при свете. По дороге я взял с тумбочки родительский блок, чтобы не оставлять его. Катя просыпалась от него. Пластик был теплый. В квартире было плюс 16. Отопление в нашем доме дали только 20-го, а до этого мы спали под двумя одеялами и грели детскую масляным радиатором, который на ночь выключали. Тумбочка была холодная. Стена была холодная. Стакан на тумбочке был холодный. Прибор в моей руке был теплый, как чужая ладонь. Грелся он не весь. 2 отметины. С боков, ближе к верхнему краю. Там, где большой и указательный палец берут прибор, когда его поднимают со стола. 2 овала. Между ними холодный пластик. Я поставил его обратно. Через минуту тронул снова. Те же 2 пятна. Родительский блок все эти дни стоял на тумбочке, работал от адаптера, грелся изнутри максимум на градус. Я знаю, как греется трансформатор. Я 15 лет разбираю то, что греется. Трансформатор греет корпус равномерно. Он не умеет греть 2 овала под чужие пальцы. Катя спросонок спросила, чего я хожу. Я ответил: пить. Соврал я ей впервые с зимы, соврал не думая, за долю секунды. И это меня задело сильнее, чем теплый пластик. Утром я сунул прибор в морозилку на 40 минут. Достал холодный. Поставил на тумбочку, ушел на работу. Вечером тронул. Теплый. 2 пятна. Потом я вынес его на балкон и оставил на 2 часа при плюс 4. Занес холодный по всему корпусу, как любая вещь с балкона. Поставил на тумбочку и засек время. Через 41 минуту пятна вернулись на прежнее место. Я записал в блокнот одну строчку, тем же карандашом, каким пишу зазоры. Остывает, как обычный пластик, нагревается не как обычный пластик. У меня так записано сотни деталей. Ведет себя нормально до определенного условия, дальше не по каталогу. Под строчкой я оставил пустое место. Туда полагалось вписать причину. Через 4 дня я впишу туда, чья это рука. Осталось 5. Часть 5, 38. Про трещину хозяйка говорит: усадочная, не течет. Про то, кто жил в квартире до нас, она не говорит ничего, и я ни разу не спросил. 17-го у меня был короткий день, и я поехал не в бокс, а в управляющую компанию. У меня там знакомая, Оксана. Я ей 3-й год чиню соляру за половину цены. Я сказал: снимаю 38-ю, хочу знать, кто жил до меня. Хозяйка молчит. А мне интересно, не было ли в квартире потопа. Хочу понять, откуда трещина. Про эфир я не сказал ничего. Взрослый человек, которому за 30, не приходит в контору и не спрашивает про голоса. Она вынесла мне поквартирную карточку и подшивку по дому. Старую, с картонными корками.
38-я квартира за 47 лет прошла через 7 семей. Первые с 79-го работники завода получили по очереди. Дальше по списку. Обычная жизнь дома. Съезжали, менялись, приватизировали, продавали. Строчка, из-за которой я остался в конторе на 1,5 часа, стояла в 2006-м. Ерохина Наталья Петровна, 1978 года рождения. Зарегистрирована в 1938 в январе 2006. Сын Ерохин Константин, 12 мая 2006 года рождения. Зарегистрирован там же с июня. Снята с регистрации 23 октября 2006 года. Сын снят с регистрации той же датой. Я посмотрел на дату и посчитал в уме то, что и так уже посчитал. 23 октября 2006, понедельник. До 23 октября этого года оставалось 6 дней. «А почему так резко?» – спросил я. «В октябре снялись, ни с того ни с сего». Оксана пожала плечами и полистала. «Тут пометка есть, по заявлению». Ну и все. Дальше квартира пустая стояла до 2008-го. 2 года. В городе, где очередь на съем, квартира с ремонтом стояла пустой 2 года. Я попросил посмотреть, что было в 38-й между. Оксана нашла еще 2 заявки по той же квартире. В августе меняли стояк горячей воды, в сентябре приходил электрик по заявлению жильца. Мигает свет в малой комнате. Заявка закрыта с отметкой «Неисправностей не выявлено». В малой комнате у нас стоит кроватка. Еще я попросил план. Планировка стандартная, серия та же, что у половины района. Малая комната 9,2, окно на север, батарея под окном, дверь напротив окна. В 84-м кто-то из жильцов подавал на перепланировку и получил отказ. Больше в квартире не менялось ничего. Ни стен, ни окон, ни пола. Паркет, положенный елочкой в 79-м, лежит там до сих пор. Я хожу по нему босиком каждое утро. Список после них я тоже попросил. Еще 3 семьи короткими сроками. Год, 1,5, 8 месяцев. Потом хозяйка, Вера Аркадьевна, купила ее в 19-м и стала сдавать. Мы 4-е ее квартиранты за 7 лет. Я вышел на улицу и стрельнул сигарету. Первую с тех пор, как родился Тимка. В голове держалась ровно одна строчка. Ерохин Константин, 12 мая 2006. К октябрю ему было 5 месяцев. Ребенок в динамике был 5-месячный. Не новорожденный, который только пищит, и не годовалый, который лопочет. 5-месячный гулит, тянет гласные, смеется горлом. Я это знаю с июня, у меня дома такой же. Тимке в октябре 4 месяца, через месяц будет 5. Осталось 5. Днем эфира не бывает, я проверял 4 дня подряд. Часть 6. Лидия Федоровна. Вечером 17-го я поднялся к Лидии Федоровне в 34-ю. Ей 74, она живет в доме с 83-го. Была старшей по подъезду еще при ЖЭКе и осталась ею при управляющей компанией, потому что больше некому. Я принес ей смеситель, который обещал поставить с весны. Поставил за 20 минут, вымыл руки, сел пить чай и спросил про Ерохину. Она отставила чашку. Наташу помню, как не помнить. Наталья Петровна въехала беременная, одна. Мужа не было, ни в разговорах, ни на площадке. Тихая, вежливая, здоровалась. В мае родила мальчика. А осенью с ней стало плохо. Слово она подбирала долго. Не пила, ничего такого. Просто перестала выходить. К октябрю Наталья закрылась. Не открывала дверь ни соседям, ни участковому. Из-за двери разговаривала. Спокойно, вежливо, но не открывала. Мусор выставляла ночью. Молочную кухню перестала брать, и еду ей носили от двери. Ночами разговаривала. У нас же с ней стена общая, спальня в спальню. Она с ним всю ночь говорила. Не кричала, тихонько. Один раз Лидия Федоровна не выдержала и постучала в стену. Наталья отозвалась через стену, спокойно, как соседке, которая просто узнавала время. «Лида, вы не бойтесь, он к вам не пойдет, он ко мне ходит».
Я держал чашку и не пил. «Кто он?» – спросил я. Я тоже добивалась. Она ответила. «Тот, кто придет потом». Старшая посмотрела в окно. Я тогда решила, что у нее после родов помутилось. Так и в скорой решили. Скорую вызвали 23 октября, ночью. Вызывала она сама, Лидия Федоровна, потому что за стеной сначала долго не было ни звука, а потом ребенок закричал так, как не кричат от голода. «Во сколько?» «В 20 минут третьего». Она выговорила это сразу, без напряжения, как выговаривают то, что повторяли много раз. Я на часы посмотрела, они у меня на кухне. 20 минут третьего. А еще у нее радио было, вспомнила Лидия Федоровна. Детское такое, с антенкой. Она с ним по квартире ходила, я в глазок видела. Идет по коридору, держит перед собой на 2 руках и слушает, как со свечкой. Я спросил про это радио. Так с вещами и раздали. Кому кастрюли, кому коляска. Мелочь всякую в подъезде на подоконник выставили. Бери, кто хочет. Тогда так делали. Дверь вскрыли. В квартире было чисто, вымыто, кроватка застелена. Ребенок лежал одетый, здоровый, спокойный. Наталью увезли в больницу. Мальчика забрали родственники из Сызрани, бабушка. И знаешь, что она напоследок выговорила, когда ее выводили? Лидия Федоровна поставила чашку ровно в середину блюдца. Про Костю ни слова. Про себя. Не успела я. Еще одна ночь была нужна. А вещи? Вещи бабка забрала не все. Мелочь всякую соседям раздали, кому что. Лидия Федоровна помолчала. «Андрюш, а ты чего вдруг про нее?» Я ответил, что нашел документы. Она кивнула так, как кивают на неправду, которую решили принять. Ночью в 2:40 комната пришла снова. Женщина укладывала ребенка, тикали часы, щелкнула чугунная секция. Я лежал и считал, сколько времени от 20:40 до 20 минут третьего. Осталось 4. Часть 7. Бокс 214. 18 октября я забрал прибор из дома. Я сказал Кате, что отвезу его к электрику, что он фонит и мешает мне спать. Она обрадовалась, сказала, что тоже слышит какие-то шорохи и ей от них тревожно. Я не стал спрашивать, какие. Оба блока, адаптер и крону я сложил в сумку и увез в бокс 214, гаражный кооператив «Сигнал», 7 километров от дома, за железной дорогой. Бетонная коробка, яма, верстак, компрессор, 2 лампы. Дом с его 38-й квартирой отсюда не виден и не слышен. Детский блок я не включал. Я оставил его в сумке, отдельно, обесточенным. Включил только родительский, тот, что принимает. Аналоговый приемник без передатчика ловит эфир. Если передатчика в эфире нет, из динамика идет шум. Так работает физика. Я сел на табурет, поставил чайник на плитку и стал ждать. В 2:36 комната пришла. Она пришла в бетонный бокс за железной дорогой так же ровно, как приходила на тумбочку у нашей кровати. Тяжелые часы, скрип половицы, шорох простыни. Женщина двигала что-то по полу, коляску, наверное, потому что звук был колесный, мягкий. Я взял пирометр, обычный, каким мы меряем тормозные диски, и навел на корпус. 33,2. Я померил еще раз, с другой стороны. 33,2. Померил верстак, плюс 9. Померил чайник, который уже остыл, 12. Померил свою ладонь, 34,1. Прибор был теплый, как рука человека, который 5 минут назад его держал. Тогда я вынул адаптер из розетки. Динамик продолжал говорить. Я постоял минуту, глядя на вилку в собственной руке. В боксе нет бесперебойника, нет аккумулятора в цепи, нет ничего, что могло бы подхватить питание. Он был отключен от всего, кроме воздуха. Следом я открыл батарейный отсек и вынул крону. Коробка без питания, без сети, без батареи. Просто пластик с платой внутри. Продолжала принимать комнату, где женщина катала коляску по паркету. Крону я положил на верстак и померил тестером. 1,5 вольта из 9. Мертвая.
Этой батарейке было столько же лет, сколько прибору, и села она, наверное, еще при Наталье Петровне. Плитка под чайником давно остыла. В боксе было +9, я померил и это тоже. К 4 часу руки у меня заледенели так, что отвертка выскальзывала из пальцев. Прибор на верстаке все это время оставался теплым, ровно, без спада, будто его не переставая держали. Я стоял в собственном боксе с отверткой в руке и слушал, как в комнате, которой нет, женщина устала и села на пол. Она вздохнула, помолчала, сказала: «Не бойся, он уже не придет». И тогда я впервые заговорил вслух. «Кто?» – спросил я. «Кто не придет?» В комнате в этот момент кто-то встал с половицы. Скрип, тот самый, ближе к микрофону. Динамик умолк. Я вернулся домой в 6 утра и поставил оба блока на место. Катя ничего не спросила. Ни про электрика, ни про ночь, ни про то, где я был. Я решил, что она не заметила. Через сутки выяснилось, что она молчала об этом ровно по той же причине, что и я. Осталось 3. Часть 8. Крышка. Родительский блок я разобрал до винта. 19-го с утра на трезвую голову до первой машины. Делаю я это спокойно и по порядку, потому что иначе не умею. 6 саморезов под крестовую, 2 защелки, шлейф на 4 контакта. Внутри плата 2006 года, конденсаторы вздутые, 3 из 5. Трансформатор в блоке питания оборван по первичке. Я прозвонил мультиметром, обрыв, сопротивление уходит в бесконечность. Дорожка от батарейного отсека до платы перекушена и не восстановлена. Не окислилась, а именно перекушена кусачками, аккуратно кем-то до меня. Этот прибор не мог работать ни от сети, ни от батареи. Он не работал уже много лет. Я перепроверил трижды, потому что первое правило диагностики – не верить первому замеру. Прозвонил в 2 режимах, поменял местами щупы, проверил сам тестер на заведомо целой обмотке от стеклоподъемника. Тестер был исправен. Обмотка была мертва. 3 вздутых конденсатора не пропустили бы через себя ток, даже если бы он откуда-то взялся. Я разложил детали на верстаке в том порядке, в каком вынимал, и сфотографировал. Привычка с работы, чтобы потом собрать без лишних винтов. На фотографии это выглядело ровно тем, чем было. Пластиковая коробка с дохлой начимкой, из которой 6-ю ночь подряд разговаривает женщина. И тут мне пришлось сесть на табурет. 11 октября я поставил в детский модуль свежую батарейку, подключил родительский к сети и своими глазами видел, как зажглись обе лампочки. Ровно, не мигая. Я на это смотрел. Поэтому я и решил, что прибор живой, и его можно ставить к ребенку. Лампочка родительского блока запитана от той самой платы. От платы, которой не идет ни сеть, ни батарея. Я воткнул адаптер в розетку и нажал кнопку. Лампочка загорелась. Я выдернул вилку. Лампочка горела еще секунд 6 и погасла. Так гаснет то, что доедает заряд из конденсатора. Только конденсаторов на этой плате 5, вздуты 3, и держать 6 секунд не может ни один из оставшихся. Я проверил и их. Он работал 6 ночей подряд. Я собрал все обратно и в конце взял в руки крышку батарейного отсека, чтобы защелкнуть ее на место. Повернул внутренней стороной к лампе. По внутренней стороне крышки шли царапины. Короткие вертикальные насечки, процарапанные чем-то острым по мягкому пластику. Они стояли группами, и между группами были промежутки. Я поднес крышку к лампе и сосчитал. 9, пробел, 9, пробел, 9, пробел, 9, пробел, 9, пробел, 9. 6 групп по 9, и 7-я группа начатая, 6 насечек. Царапины были разные. В первых группах глубокие, ровные, сделанные твердой рукой. В 4-й мелкие, частые, будто торопились. В 6-й кривые, с сорвавшимся концом. Каждую группу царапал свой человек. Я померил их глубину штангенциркулем, потому что руки уже делали это сами, без меня. Первая группа 0,4, 4-я 0,2 торопились. 6-я 0,5 с сорвавшимся концом, будто рука дернулась в сторону.
7 была 0,3, ровная, аккуратная. Так царапает человек, которому некуда спешить. Потом я закрыл глаза и провел по 7 группе большим пальцем поперек. Цепляется, цепляется, цепляется. 6 раз и дальше гладкий пластик. Пальцем я считаю лучше, чем глазами. Так проверяют выработку на тормозном диске, когда лень лезть за инструментом. Подушечка ловит бортик в 0,2, которого не видно ни под какой лампой. Палец не ошибается. Он насчитал 6, и я почувствовал это раньше, чем понял. 6 – это мои 6 ночей. 7 из 6 была свежая. Пластик по краям насечек был белый, не потемневший, не забитый грязью. Такой скол белеет и темнеет за неделю, я это вижу на бамперах каждый день. Я не царапал ничего. Я взял этот прибор 8 дней назад и за 8 дней не открывал крышку ни разу. Крону я менял в первый вечер, до того, как все началось, и крышка тогда была чистая. Я бы заметил. Я такое замечаю по работе. 6 насечек, 6 ночей. Я сфотографировал крышку на телефон, положил ее на верстак под лампу и уехал работать. Вернулся в 9 вечера. На крышке было 7 насечек. Я снова закрыл глаза и провел пальцем. 7. Край у последней был острый. Свежий скол на пластике цепляет кожу, заглаженный временем нет. Я прошел по нему трижды, и трижды он зацепил. 7-я ночь еще не наступила. До нее оставалось 5 часов. Осталось 3. И 7 царапин, из которых я не сделал ни одной. Часть 9. 6 до меня. Дальше я сделал то, что делает любой человек с моей профессией, когда деталь ведет себя не по каталогу. Я стал искать историю детали. У Марины с Приморского я забрал прибор 8 дней назад, и ее номер остался в переписке. Я написал, что Соня отлично работает, спасибо, и как бы между делом спросил, откуда она у брата. Она ответила через час одним сообщением. Купил на барахолке для племянника. Пользовался недолго. Пожалуйста, больше не пишите. Я все-таки поехал. В обед. Между 2 машинами. Дом на Приморском, 3-й этаж. Дверь открыла ее мать. Марина вышла в коридор, не приглашая внутрь, и стояла, держась за косяк. Я спросил прямо, сколько ночей брат им пользовался. Она молчала секунд 10. 9. Она смотрела в пол. Потом убрал в кладовку и велел мне его продать. И уехал. Куда? Никуда. Марина не отпускала косяк. В том и дело, он не уехал никуда. Он просто больше нигде не появился. Заявление они подали, дело завели, дело висит. Ни телефона, ни карты, ни камер, ни тела. Человек по имени Олег Гладышев, 36 лет, слесарь-сборщик, последний раз в кадре 12 августа этого года у подъезда с пакетом хлеба. Я спросил, у кого он купил прибор. Она принесла телефон и нашла переписку с барахолки. Дальше я звонил весь день, урывками, между машинами, в сумме часа 4. Люди отвечали по-разному. Кто-то смеялся, кто-то бросал трубку, 2 женщины плакали. Но все знали, о чем я спрашиваю, прежде чем я договаривал. Я записал их в блокнот, под теми строчками, где у меня зазоры и моменты затяжки. 1. Наталья Ерохина. Дзержинского, 44, квартира 38. Октябрь 2006. 9 ночей. 2. Гульнара Сайфуддинова. Приморский. Март 2009. 9 ночей. 3. Семья Крыловых. Юбилейная. Ноябрь 2012. 9 ночей. 4. Женщина, назвавшаяся только Ольгой. Комсомольский район. 2016. 9 ночей. 5. Ирина Степина. Автозаводское шоссе. 2021. 9 ночей. 6. Олег Гладышев. Приморский. Август этого года. 9 ночей. 7. Андрей Гущин.
Дзержинского, 44, квартира 38. Октябрь этого года. 6 ночей из 9. 2 из 6 сами заговорили про тепло, и я их про тепло не спрашивал. Гульнара. Он у меня все время был как чужая рука. Ирина Степина выразилась иначе. Первые дни считала, будто оставляет его на солнце, переставила в тень, и ничего не изменилось. 3 из 6 получали ту же фразу. 2 не разбирали слов вообще. У них комната приходила без голоса, одними звуками. Крылова с юбилейной рассказала, что у нее в эфире ребенок плакал каждую ночь, а женщина молчала, и вот это было хуже всего. Напоследок я спрашивал у каждого одно и то же, почему именно на 9-ю. Объяснить не смог никто. Ирина ответила лучше всех. Я не решала. Я утром 9-го дня проснулась и уже знала, что сегодня последний. Между владельцами прибор лежал. На антресолях, в гаражах, в коробках с детскими вещами. Он ждал. Он включался только там, где появлялся младенец. Все 6 брали его под ребенка. Никто из 6 не умер. 5 живы, работают, растят детей, никто из них не пострадал. Все на 9-й день избавились от прибора, и все, без исключения, повторили мне одно и то же разными словами. На 9-ю ночь я его выключил. Кроме Олега. Про 10-ю ночь мне рассказать было некому. Осталось 3. 6 человек до меня. 9 ночей у каждого. Часть 10. Катя домой. В тот день я попал поздно, 19-го, уже после 10. Свет в квартире не горел, а Катя не спала. Она сидела на полу в коридоре, у двери в маленькую комнату, в халате, обхватив колени, и держала родительский блок на коленях. Тимка спал. «Кто эта женщина?» – спросила она. Я сел рядом на пол. Она слышала эфир 2 ночи. Не будила меня, потому что решила, что ей мерещится от недосыпи. Это первое, что говорят молодой матери, и она это первым и подумала. Потом стала слушать нарочно. Она хорошая. Катя не подняла головы, и я не сразу понял, о чем речь. Ты слушал, как она с ним? Она с ним очень хорошая. Я ответил, что знаю. Катя рассказала, что в первую ночь испугалась, а во вторую поймала себя на том, что ждет, что под этот голос ей спокойнее, чем без него, что за 2 ночи она выспалась лучше, чем за 4 месяца. Я понимаю, как это звучит, ты только не решай, что я тронулась. Я ответил, что не решаю. Я в ту минуту был единственным человеком в городе, который точно знал, что она не тронулась, и легче мне от этого не стало. Она поет ему то же, что я Тимке. Не песню, просто «а». Все так поют. Катя помолчала. «Андрюш, а почему она каждый раз обещает, что он не придет?» «Кто не придет?» Я не ответил. Мы просидели в коридоре до 2:30, вдвоем, с прибором между нами, и в 2:32 комната пришла в 7-й раз. В эту ночь женщина не пела. Она разговаривала. Не с ребенком, с кем-то, кто был снаружи ее комнаты, за дверью. Слов было не разобрать, слышался только ритм, спокойные, короткие фразы, паузы. Она отвечала кому-то, кто не отвечал ей. Потом она вернулась к кроватке, поправила белье и сказала свое. «Не бойся, он уже не придет». И ребенок в первый раз за 7 ночей отчетливо загулил. Один звук, тянущийся, довольный, тот самый, каким 5-месячные отвечают на голос матери. Катя закрыла рот ладонью. Я в этот момент понял, что моя левая рука согнута в локте под прямым углом и прижата к боку, а предплечье повернуто ладонью вверх. Так носят младенца, головой в локтевой сгиб, телом на предплечье. Я держал эту руку так, не знаю сколько, и она затекла до немоты, от кисти до плеча. В ней стоял вес. Не тяжесть, а именно вес. Распределенный, теплый, живой, 7 с небольшим килограммов. Тимка спал в кроватке в 2 метрах от меня,
и я его в ту ночь не брал ни разу. Я разогнул руку. Кровь пошла обратно с той злой болью, которая бывает, когда отлежишь. Катя утром собрала сумку и уехала с Тимкой к матери в Жигулевск. Я не отговаривал. Я сам вынес сумку к машине и пристегнул кресло. Пока она собиралась, я спустил коляску, проверил давление в колесах и подкачал переднее правое до 2,1. Руки делали свою обычную работу, и в то утро это было единственное, что работало нормально. «А ты?» – спросила она в дверях. «Я приеду 23-го», – сказал я. Я не знал тогда, почему назвал именно это число. Оно просто уже стояло у меня в голове, как стоит момент затяжки, который ты не вспоминаешь, а знаешь. Осталось 2. Часть 11. Наталья Петровна. 20 октября я поехал в Сызрань. Наталью Петровну Ерохину я нашел за один вечер. И это оказалось до обидного просто. Никакой тайны. Живет, работает в приемном покое, 48 лет. У нее есть страница с фотографиями клумб и внуков подруги. Я написал, что снимаю квартиру на Дзержинского, 44-38, и что мне нужно с ней поговорить. Она ответила через 11 минут. «Приезжайте завтра к 3, один, без приборов». Дом частный, забор из профлиста, во дворе яблоня. Она встретила меня у калитки. Обычная женщина в вязаной кофте, коротко стриженная, с усталым, спокойным лицом человека, который 20 лет работает в приемном покое и видел все. Мы сели на веранде. Она налила чай, и первым, что прозвучало на этой веранде, было «не здравствуйте». «Вы уже приходили». Я возразил, что мы никогда не виделись. «Я знаю». Она подвинула ко мне сахарницу. «Я говорю не про сейчас». Она грела руки о чашку и смотрела во двор. В сентябре 2006-го она стала слышать в детской чужую комнату. Прибор она купила новым, в магазине на Свободе, за 2200. Через неделю поняла, что комната ее собственная. Те же часы, та же трещина, тот же скрип. И что человек, который ходит в той комнате ночами, ходит не к ней. Он ходил к Косте, не ко мне. Меня там будто не было. Я спросил, слышала ли она его самого. Ни разу, только как под ним скрипит пол. Одна половица, под окном. Он на нее вставал и стоял, иногда по часу. Я знаю эту половицу. Я обхожу ее каждую ночь, когда встаю к Тимке, потому что от нее он просыпается. Она стала говорить с ним. Через дверь, через стену, вслух в темноту, всю осень. Просила, объясняла, торговалась. Соседи слышали и решили то, что решили, и она их за это не винит. «Он не злой», — проговорила она. «Я вам это скажу, потому что вам, наверное, надо. Он не злой. Он просто приходит, потому что ему дали адрес». «Кто дал?» Она пожала плечами так же, как Оксана в конторе. «Я спрашивала 9 ночей. На 9-ю я его выключила». Я спросил, что было на 10-ю. Она поставила чашку и посмотрела на меня прямо. И до того я не понимал, что весь разговор она смотрела мимо. Не было 10-й. В том и весь смысл, молодой человек. Ни у кого не было 10-й. Никто не знает, что там. Она помолчала. Кроме одного. Я хотел знать, откуда ей известно про Олега. Я не про Олега. Она смотрела на яблоню. Она достала из кармана кофты сложенный листок и положила передо мной, но разворачивать не стала. Тут телефоны, 5 номеров. Мне их дали так же, как я даю вам, чтобы было кому позвонить. Я не позвонила ни разу. 20 лет считала, что если не звонить, то и не считается. Я развернул листок уже в машине. 4 номера из 5 были у меня записаны карандашом в блокноте с фамилиями и годами. 5-го не было ни у кого. Она проводила меня до калитки и на прощание тронула за рукав. «Костя вас ждал», — проговорила она, — «всю осень. Я ему каждую ночь обещала, что вы не придете. 20 лет прошло. Он, наверное, до сих пор ждет». Осталось 2. Первое, что она мне сказала:
Вы уже приходили. Часть 12. 4 минуты. Обратно я ехал 120 километров и всю дорогу считал. Считаю я хорошо. В моей работе цифра – это не мнение. Зазор либо 0,3, либо не 0,3. Момент затяжки либо 110, либо болт срывает через 2000 километров. Я вел записи с первой ночи, потому что привык записывать все, что меряю. Ночь первая, 14 октября, 2:56. Вторая, 2:52. Третья, 2:48. Четвертая, 2:44. Пятая, 2:40. Шестая, 2:36. Седьмая, 2:32. Каждую ночь на 4 минуты раньше. Ни разу не на 3 и ни разу не на 5. 8 замеров, 0 отклонений. Прибор так не умеет. Кварц уходит на секунды в месяц, а не на 4 минуты в сутки. И уходит он в разнобой, а не строго в одну сторону. Я съехал на обочину, включил аварийку и досчитал до конца. 8-я ночь, 2:28. 9-я, 2:24. 10-я, 2:20. 20 минут третьего. Время, которое Лидия Федоровна назвала мне, не задумываясь, потому что смотрела на кухонные часы 20 лет назад. 10-я приходилась на ночь с 22 на 23 октября. 23 октября 2006, понедельник. День, которым Наталью Петровну и Костю сняли с регистрации. 23 октября этого года, пятница. 20 лет, день в день, минута в минуту. Я проверил себя еще раз, потому что цифра, которая слишком красиво сходится, обычно означает, что ты ее подгонял. Я поднял все записи на телефоне и посмотрел не на то, когда проснулся, а на метку начала файла. Ее ставит система, рукой не сдвинешь. Разброс между моими цифрами и метками от 0 до 40 секунд. 4 минуты никуда не делись. Я позвонил Ирине Степиной и спросил, во сколько приходила к ней. Она сказала около 3, точнее не помнит. Больше никто из 6 времени не помнил. Никто не записывал. Записывать – это мое. 8-я ночь пришла ко мне в 2:28, ровно как посчитано. В этот раз женщина в комнате плакала. Тихо, без голоса, как плачут при спящем ребенке, только дыхание рвется. Она плакала минуты 3, потом высморкалась, потом сказала свое, и в первый раз за 8 ночей сказала это не ровно, а с трудом, будто уже сама не верила. «Не бойся, он уже не придет». Я взял прибор в обе руки и лег пальцами на 2 теплых пятна. Мои не сошлись. Пятна были меньше, и то, что под большим пальцем, и то, что под указательным. Уже, короче, ближе друг к другу. Женская рука. Я держал его так минуты 3, и за эти 3 минуты понял еще одно, от чего мне стало холоднее, чем от самих пятен. Они были не там, где вещь берут со стола. Они были там, где ее держат перед собой на весу, 2 пальцами за верхний край, когда несут через квартиру и слушают на ходу. Так его носила по коридору женщина, которую Лидия Федоровна видела в глазок 20 лет назад. Я держал в руках прибор, который 20 лет держит женщина, сидящая на полу в комнате, где я сплю. Я положил его на подоконник и до утра просидел на кухне при свете. К 6 утра я знал, что буду делать, и на следующий день сделал это все, до последнего пункта. Ошибка была в одном допущении. Я считал, что 9 ночей отсчитывает прибор. Осталась одна. Часть 13. Тишина. Инструкция была короткая, и она работала. На 9-ю ночь выключи и избавься. Все 6 сделали именно так, и все 6 живы. 21 октября я решил закончить это, как взрослый человек, и не стал ждать 9-й. Утром я разбил оба блока молотком на верстаке. Не в сердцах, методично, как разбирают то, что не подлежит восстановлению. Плату пополам, корпус в куски, антенну кусачками. Пластик разлетался по бетону, и я собрал все до последнего осколка в мешок из-под цемента.
Мешок я отвез на полигон за Тимофеевкой, за 30 километров, и отдал его человеку в оранжевом жилете, и посмотрел, как трактор перевернул на него отвал грунта. Я стоял у машины и глядел на это минут 5, чтобы потом не сомневаться. По дороге обратно я заехал в бокс и убрал с верстака все, что от него оставалось. Крошку пластика из щелей, обломок антенны, закатившийся под тиски, крышку батарейного отсека. Крышку я держал в руке дольше, чем нужно. 8 насечек, 9 начата, короткая, на треть длины, будто человека отвлекли на середине движения. Ее я сжег в бочке, где мы палим ветошь. Пластик горит плохо, воняет и оставляет на дне черную лужу, которая застывает и не отскребается. Она там до сих пор. Из детского мира на обратном пути я взял новую радионяню, цифровую, в коробке, с чеком, с гарантией, с экраном и с датчиком температуры. Другой диапазон, другой принцип, шифрованный канал, ничего общего со старой аппаратурой. Продавец-девочка спросила, мальчик или девочка, и я почему-то долго отвечал. Я взял к ней еще пачку батареек, хотя прибор работает от аккумулятора, и запасной адаптер, хотя один лежит в коробке. Так делают люди, которые покупают не вещь, а гарантию. Дома я прибрался, вымыл пол во всей квартире, включая маленькую комнату, вытер пыль с плинтусов, поменял белье в кроватке, сварил пельмени, поел стоя, вымыл тарелку и поставил ее в сушилку ребром, как ставит Катя. Потом позвонил Кате, и мы говорили 40 минут. Тимка на фоне возился и требовал внимания, и она смеялась, и это был первый нормальный звук за 9 дней. Я сказал: «Все, прибора нет, я его выкинул, приезжайте 23-го». Она спросила: «Точно ли?» «Точно», — сказал я его сам закопал. Новую радионяню я распаковал вечером, вставил аккумуляторы, поставил детский блок у пустой кроватки, а родительский взял с собой в большую комнату. Проверять было нечего, в квартире кроме меня никого не было, но я все равно включил. Так делают, когда хотят убедиться, что вещь работает. Из динамика шла тишина, ровная, чистая цифровая тишина, в которой слышно только собственное ухо. Я лег в 11. Впервые за неделю я лежал в темноте и не ждал. В квартире было тепло, отопление дали накануне, батареи гудели, за стеной у Лидии Федоровны работал телевизор. Обычная ночь в обычном доме на 5-м этаже. Я почти уснул, когда рука сама, без меня, потянулась к тумбочке и легла на корпус нового прибора. Пластик был теплый, 2 пятна, с боков, ближе к верхнему краю, меньше моих пальцев. Осталась одна. Прибора в доме нет. Часть 14. 23 октября. 9-я ночь пришла в 2:24. Я не спал. Я сидел на кровати, одетый, спиной к стене, и держал новый прибор на коленях. Тот, у которого шифрованный канал, экран и гарантийный талон в коробке на кухне. Сначала пришла комната. Та же. Тяжелые часы, чугунная секция, половица под окном. Потом шаги. Женщина ходила от двери к кроватке и обратно, и ходила долго, минут 7. Она не пела и не говорила, она проверяла дверь. Потом все стихло и стало слышно ребенка. 5-месячный, спокойный, чуть посапывающий во сне. Часы в ее комнате пробили половину, и тогда женщина сказала свое, в 9-й раз, тем же голосом, каким говорят вещи, которые повторяют 20 лет. «Не бойся, он уже не придет». Ребенок проснулся. Он не заплакал. Он вздохнул, повозился, устраиваясь, и произнес, чисто, спокойно, без запинки, взрослым голосом, каким 5-месячные не говорят и не могут говорить. «Пришел. Здравствуй, Андрей Павлович. Меня так никто не зовет». Катя зовет Андрюшей, в кооперативе Гущей, клиенты Андреем. Полностью по имени и отчеству меня называют в 2 местах. В трудовой книжке и на бирке шкафчика в боксе 214. Есть 3. По имени и отчеству меня называл ровно 1 человек – мать.
и только когда я приходил домой позже, чем обещал. Она делала это спокойным голосом, без злости, и это было хуже крика. Она умерла в 17 году. Ребенок сказал это ее интонацией, тем же спуском на последнем слоге. Я не двинулся. В ее комнате в этот момент открылась дверь. Я услышал, как она пошла. Скрип петли, потом сухой стук. Так стучит стальная дверь, которую надо приподнять за ручку, потому что ее повело, и она садится на порог. Это звук моей входной двери. Я открываю ее так с апреля и знаю ее лучше собственного голоса. Женщина не закричала. Она отступила от кроватки, половица под окном скрипнула и осталась молчать, потому что вес с нее сняли, и в динамике сделалось тихо. Ни помехи, ни шум, ни пустой эфир. Тихо так, как бывает в комнате, где стоят трое и ждут, кто заговорит первым. Моя квартира в это время была заперта изнутри на 2 оборота. Я проверял ее 4 раза за вечер. Я встал и вышел в коридор с прибором в руке. Дверь стояла на месте. Оба оборота, цепочка накинута, коврик не сдвинут. Я приподнял ее за ручку и опустил обратно, просто чтобы услышать, как она садится на порог. Звук совпал с тем, который пришел ко мне из динамика 4 минутами раньше. Полностью. До скрипа петли и до сухого удара стали о порог. Дальше был день. 22 октября, четверг, обыкновенный четверг. Я отработал смену. Развал на 2 машинах, стойки, колодки на гранте. Руки делали все правильно. В обед я принес новый прибор из машины, положил на верстак и просидел возле него 40 минут. Выбросить его было проще всего. До полигона 30 километров. Дорогу я знал, мешок лежал в багажнике. Я не поехал. Все 6 на 9 выключили и остались жить, и ни один из них не узнал, чем это кончается. Наталья Петровна 20 лет назад тоже выключила, и 20 лет каждую ночь обещает ребенку, что я не приду. Пока кто-нибудь не досидит до 10, она будет обещать это дальше, а прибор будет искать следующий дом, где появился младенец. Завтра в этот дом вернется мой. Вечером я вернул микрофон в маленькую комнату, приемник взял к себе и лег одетый. На кухне у меня висит календарь, который дают в шиномонтаже. Сейчас на нем 23 октября, пятница. Ровно 20 лет с той ночи, когда Лидия Федоровна посмотрела на кухонные часы и увидела 20 минут 3. Про 10-ю ночь не смог рассказать никто, ни один. Я знаю имена 6, и они мне не помогут. Все 6 выключили на 9 и остались жить, ничего не узнав. 10-я началась 7 минут назад. Катя с Тимкой приезжают сегодня. Автобус из Жигулевска приходит в 10:40. Прибор у меня в руках теплый и пятен на нем теперь 3. Страшная история на ночь. Наушники обязательны. Смотри один. В темноте.